Всем привет! Когда я жил в Дагестане, я не только путешествовал. Более того, большую часть времени я работал. Пойдем кушать? Оль, я сейчас работаю, через 15 минут. Выйдите, пожалуйста, из комнаты. Папа работает. Может, все-таки пойдем? Мы 4 месяца жили обычной жизнью бок о бок с жителями Дагестана и успели заметить некоторые вещи, которые показались нам интересными и непривычными. В этом видео я собрал 10 вещей, которые удивили меня в Дагестане. Наверняка многие из вас уже посмотрели большой фильм про Дагестан. Это отрывок из него. Для удобства зрителей я решил выбрать самые интересные моменты из большого фильма и опубликовать их отдельными видео. Это первый из них. У меня просьба и к тем, кто уже посмотрел большой фильм, и к новым зрителям: поддержите это видео лайками и комментариями. Приятного просмотра! Так называемый лежачий полицейский здесь на каждом шагу. Садясь за руль, я словно начинал бег с препятствиями. Конечно, за меня отдувалась машина, но мне ее было очень жаль. Лежачие полицейские здесь встречаются как плавные и длинные, так и огромные, как гора. Самые противные — это короткие, но высокие, которые убивают автомобиль даже на скорости 5 км в час. Не все они обозначены знаками и разметкой, поэтому поездка по Махачкале — это настоящие скачки. Подхожу я в магазине на кассу и спрашиваю большой пакет. Мне в ответ: BMW? Я сначала опешил от того, что в Дагестане пакеты разделяют по маркам автомобилей. BMW пакет дайте, пожалуйста. Позже нам рассказали, что раньше все большие пакеты были с изображением BMW, а сейчас здесь многие по привычке так называют вообще все большие пакеты. После того, как я рассказал об этом моменте в большом фильме, мне в комментариях накидали еще кучу наблюдений. И про рублевые пакеты, которые уже давно не по рублю, и про то, что все электрические чайники — это тефали. Часть из этих наблюдений встречается не только в Дагестане, но и на Кавказе, а также во многих других русскоязычных регионах и странах. Ну вы же все когда-то думали, что любое средство для мытья посуды — это ферри, любой подгузник — это памперс, любой грузовик — это КамАЗ, любой копир — это ксерокс, а все леденцы на палочке — это чупа-чупсы. Ну даже... Как мы заметили, здесь, в Дагестане, очень любят Инстаграм. Вот Инстаграм. Там везде Инстаграм, вон Инстаграм, значок. Мы приехали в инстаграмный край. По крайней мере, так было до его блокировки. Страничка в этой соцсети есть у любого маломальски уважающего себя бизнесмена. От производителя сантехники до владельца маникюрного салона. Страницы в Инстаграм мы видели на билбордах, грузовиках, афишах. Короче, везде и всюду. Многие в Дагестане ведут активный образ жизни. По утрам я встречал много велосипедистов, а в 4 утра на пляже в Каспийске уже настоящая движуха. Туда-сюда ходит много людей. Спортивные площадки здесь не стоят без дела, и почти каждый второй дагестанец в прошлом борец. Когда мы только приехали в Дагестан и остановились ночевать в Кизляре, я заметил в туалете на полу интересного вида кувшинчик с водой. Такой кувшин также называют кумган. Предназначены такие кувшины для личной гигиены. Они стоят и в общественных, и в частных туалетах. Бумага, конечно, тоже имеется, но в данном вопросе играет не ведущую роль. Улицы Махачкалы периодически превращаются в гоночные трассы. Ну как периодически? Постоянно. Норма здесь считается без поворотки влезать прямо перед самым носом твоей машины. Ну и да, если вас пропустили на пешеходном переходе, то это можно считать большой удачей. Еще в Дагестане пользуется особым спросом и даже авторитетом продукция АвтоВАЗа. Здесь в Дагестане можно увидеть вот такое чудо. Чудо советского автопрома. Семерка, нульцевая. На дворе 2021 год, заметьте, его выпускают уже свыше 30-40 лет. Он никак не меняется, он не сдается в своем дизайне и так далее. То есть, это видите, вот этот брутальный удар. Это Геликс, российский гелик. То есть,
И до сих пор вот это чудо еще, представляете, вот, до сих пор, я сам вот запах прям аж такой, запах новый, да, с завода. И он всегда будет выпускаться, пока есть дагестанцы. То есть она выпускается прямо сейчас? Конечно, вот новая, посмотри. Понюхай аж вот внутри, вот, почувствуй. Свежатина. Пора бы, конечно, менять дизайн вот на такой. Я, конечно, за такие красивые машины. Было бы хорошо, если бы Автопром пересмотрел бы свои дизайнерские взгляды. Не удивляйтесь, если в Дагестане вы встретите подобную рекламу. Или такую, например. У рекламщиков Дагестана фантазия работает во все стороны. В Дагестан по разным причинам не приходят многие бренды. Чтобы выиграть конкуренцию, местные предприниматели зачастую прибегают к плагиату, копируя фирменные стили, логотипы и названия, которые у всех на слуху. Некоторые воруют вообще целиком, но большинство все-таки имеют совесть и делают это чуть более элегантно. В Дагестане очень модно взять известный бренд, например, Роснефть, поменять пару букв, слегка поменять логотип, и вот тебе новый дагестанский бренд – Руснефть. Особенно бросается в глаза плагиат на заправках. Чего только здесь не увидишь. Руснефть, Госнефть, Югойл, Ликойл, Лукойл с 2 К, Дагпромнефть, Газпром с твердым знаком в конце, Башнефть с слегка измененным логотипом и многое другое. Все это, конечно, забавно и смешно, но по сути это банальное воровство и должно пресекаться. Как на это соответствующие органы глаза закрывают, мне вообще непонятно. Говорят, периодически проходят проверки, АЗС выплачивают штрафы и работают дальше, как ни в чем не бывало. Даже если вы ничего не знаете о Дагестане, то наверняка слышали о знаменитом дагестанском гостеприимстве. И здесь, особенно в горных селах, это не просто элементарная вежливость и добродушие. В Дагестане гостеприимство – это образ жизни. Если пришел гость, это твой аманат, это как бы аманат, случайности не бывает, как в исламе, да? Аманат, значит, это доверие от Всевышнего, которое пришло к тебе домой. За это доверие ты отвечаешь. То есть за его сохранность, его кормишь, даешь ему ночлег там, комнату. Его защищаешь, как защищаешь, да. Если за ним идет какая-то слежка, хотят его убить, что ты обязан его защитить, потому что это аманат. Это доверие от Всевышнего, которое пришло к тебе. Ты должен за него отвечать. С гостеприимством мы сталкивались на протяжении всего нашего пребывания в Дагестане. Для гостя здесь частенько накрывают столы, которые ломятся от еды. Находясь в горах, вы всегда можете быть уверены, что не останетесь без помощи и ночлега. В случае возникновения любой проблемы в Дагестане, вы практически всегда можете рассчитывать на искреннее участие местных жителей. Неравнодушием жителей Дагестан подкупает не меньше, чем своей удивительной природой. Больше интересного вы можете посмотреть в большом фильме про Дагестан, который уже вышел на моем канале. Ссылка в описании. До новых встреч! Еще увидимся!